Здравствуйте, меня зовут Алексей, и я буду рассказывать вам о лаосском языке. Лаосский язык относится к тайской ветви тайко-дайских языков. Это семья языков, носители которых живут на значительной части полуострова Индокитай и на юге Китайской Народной Республики. Число говорящих на собственно лаосском языке 3,5 миллиона человек. А если включать исанские диалекты Таиланда, то число говорящих возрастает до 23,5 миллионов. В этом вводном уроке лаосского языка мы научимся, первое, говорить слово «привет» на лаосском, второе, писать и произносить 4 согласных и 3 гласных, и третье, произносить низкий и восходящий тон. Итак, «привет» на лаосском будет «сабайди». Прослушайте это слово в произношении носителя языка женским и мужским голосом. สบายดี สบายดี Теперь в медленном темпе, повторяя за дикторами. สบายดี สบายดี Вот слово «сабайди», записанное лаосским алфавитом. В квадратных скобках дана транскрипция международным фонетическим алфавитом МФА. Акценты над гласными обозначают тона. Подробнее о них будем говорить в следующих уроках. Двоеточие после гласной обозначает ее долготу. В круглых скобках приведена приблизительная русская транскрипция. Слово «сабайди» состоит из 7 знаков. Из 4 согласных букв, они отмечены красным, и 3 гласных знаков, они отмечены голубым. Буквами в лаосском алфавите традиционно называют только согласные. Согласные в лаосском пишутся слева направо, но гласные могут располагаться над, под, справа, слева от согласных, а также окружать согласную. Каждая гласная стоит в строго определенном порядке, и поэтому их написание и чтение не вызывает трудностей. В слове «сабайди» мы видим 2 гласные, краткое «а» и долгое «а», которые следуют за согласными соответствующими, и 1 гласную долгую «и», которая находится над согласной. Вот как они пишутся от руки. Начинаем писать согласные. Начинать буквы надо всегда с маленького кружочка. Буква «со», буква «бо», буква «нё». «Нё» произносится как и краткое на конце слога. Буква «до», буква «а», буква «а» долгая, буква «и» долгая. Пишем все слово «со», «а», «бо», «а», «нё» и краткое, «до», «и». С, А, Б, А, И, Д, И, которая пишется над буквой Д. Сабайди. Теперь напишем кириллицей С, Б и краткое, Д, А длинная и длинная. Еще подпишу кириллицей Са, Б, А и Ди. Сабайди. Лаосский язык тональный. Тоном в лингвистике называют использование высоты звука для развлечения смысла. В нетональных языках, например, в русском, английском, высота тона на отрезке речи может передавать вопрос, удивление
эмоцию. В тональном языке, как лаосский, от тона может зависеть значение слова. Например, слог «ма», произнесенный высоким нисходящим тоном, ม้า значит лошадь, а низким восходящим тоном หมา значит собака. Послушайте еще раз в медленном темпе. ม้า Это значит лошадь. หมา Это значит собака. В вьентьянском столичном диалекте лаосского языка, о котором я вам буду рассказывать, разные лингвистические школы различают от 5 до 6 тонов. Это связано отчасти с тем, что единой произносительной нормы во Вьентьяне еще не сформировалось. Здесь проживают люди, приехавшие из различных областей Лаоса и сохраняющие особенности своих диалектов, в основном особенности тональной системы. Для практического изучения лаосского литературного языка, на мой взгляд, целесообразно выделять 5 тонов. В этом уроке мы научимся произносить низкий и восходящий тон. Прежде всего надо отметить, что ударение в лаосском падает на последний слог, и именно на нем тон произносится наиболее четко в этом слоге. Бывает, что существуют и дополнительные ударения, но о них позже. В слове «сабайди» последний ударный слог содержит долгую гласную «и». На ней реализуется низкий восходящий тон. Тона в остальных слогах звучат редуцированно, ослабленно. На них сейчас не надо обращать внимание. Низкий восходящий тон похож на русскую интонацию в удивленном вопросе. «Да?» Повторите. «Да?» А теперь замените «да» на «ди». «Ди», «ди» и скажите все слово. «Сабайди», «сабайди», «сабайди» можно разложить на 2 слова. «Сабай», что значит счастье, здоровье, и «ди», что значит хорошее. То есть, говоря «сабайди», вы желаете собеседнику хорошего здоровья, как, собственно, и в русском языке, говоря «здравствуйте». Пока-пока, до следующего урока.